Всем привет! В предыдущих выпусках мы говорили об оптических игровых манипуляторах разных производителей. На этот раз пришло время ознакомиться с лазерной мышью компании SteelSeries Sensei-Ro Frost Blue. Начнем с упаковки, которая выдержана в стандартном для продуктов SteelSeries стиле. Коробка пенал содержит рекламные слоганы и изображение мыши, а также удобный блистер, позволяющий оценить удобство формы изделия, не вскрывая упаковку. Комплект поставки скромен и представляет из себя саму мышь, наклейку с фирменным логотипом и краткое руководство пользователя. Перейдем к самому устройству. SteelSeries Sensei-Ro представляет из себя упрощенную версию Sensei, лишенную сопроцессора, а значит и большого количества настроек, доступных в оригинальной версии. Также отсутствует LCD-дисплей в основании мыши. Эти изменения положительно сказались на весе устройства. Sensei-Ro похудел на 12 грамм относительно оригинала. Продолжим знакомство и начнем с эргономики и дизайна. Перед нами уже знакомый дизайн, начавший свою жизнь с момента выхода SteelSeries Xi, эргономика которой, в свою очередь, была продиктована успехом Microsoft WMO 1.1. Sensei — симметричная мышь для рук средних размеров с 8 кнопками на борту, 2 основных, по 2 боковых с каждой стороны, кнопка переключения DPI и, наконец, колесо с нажатием. Отличительной чертой Frost Blue является голубая подсветка двух зон — логотипа на спинке и колесика. Материалы мыши сочетают прорезиненный пластик на боковых панелях, глянцевое покрытие спинки мыши и матовый пластик в основании. Претензий к сборке изделия нет, за исключением колеса и боковых кнопок, но к этому мы вернемся чуть позже. Перейдем к органам управления и начнем с основных кнопок. Они используют микропереключатели компании Omron, обладают довольно уверенным и упругим кликом, лишенного какого-либо люфта. Однако в сравнении со SteelSeries Rival и переключателями Huana у Zowie им слегка не хватает упругости хода и вместе с этим информативности. Традиционно для SteelSeries остальные кнопки мыши используют бюджетные компоненты. Боковые кнопки собраны на базе переключателей Trantec наряду с колесиком и кнопкой переключения DPI. Блок боковых кнопок обладает люфтом и двигается по вертикальной оси, однако сами нажатия довольно приятные. Особое внимание я бы хотел заострить на колесике мыши, собранного на базе механического энкодера все той же компании Trantec. Качество сборки этого элемента отвратительное. Колесо имеет огромный люфт по вертикальной и горизонтальной оси, гремит при резких движениях мыши и не обладает достаточным усилием для точной шаговой фиксации. Теперь перейдем к сенсору Sensei. В Ro установлен лазерный сенсор производства Avago с диапазоном работы от 90 до 5700 dpi с шагом настройки 90 dpi. Диапазон довольно большой и является естественным для этого сенсора, в то время как 11400 dpi в оригинальном Sensei достигнуты методом интерполяции. Работа датчика оставляет не самые приятные впечатления. Начнем по порядку. Во-первых, низкая дистанция отрыва, которой так славятся лазерные решения, здесь отсутствует и составляет некомфортные 3 мм. Настройке данное значение, в отличие от оригинального Sensei, не поддается. Во-вторых, как это ни парадоксально, сенсор имеет сглаживание, при том, что работает не так плавно, как оптические аналоги. Выражается это в том, что при резком рывке мыши на большое расстояние, скажем 45 сантиметров, оптика дарит ощущение плавности, попиксельной точности и тотального контроля над движением, в то время как лазерный Avago 9500 этим похвастаться не может. В-третьих, на всех значениях DPI присутствует непобедимый джиттер, который растет пропорционально росту DPI. В-четвертых, корректной работе мешает нестабильная частота опроса мыши на значениях, близких к 1000 Гц. И последний пункт, который завершает этот неприятный список — неотключаемая акселерация порядка 5%. Если описывать работу сенсора кратко, то я бы подобрал такие слова: не плавно, не точно, а лишь приблизительно и, наконец, грубо. Перейдем к программному обеспечению. Оно очень скудное и позволяет настроить лишь работу подсветки, частоту опроса мыши от 125 до 1000 Гц и 2 режима DPI, которые впоследствии можно переключать с помощью кнопки на спинке мыши. Однако из-за того, что нативный шаг настройки DPI у Avago 9500 равен 90, выставить ровно 1600 или 2300 DPI у вас не получится. Давайте подведем итоги. Камень преткновения SteelSeries всегда один. Сначала разрабатывается хороший концепт изделия, а потом он хоронится огромным количеством недочетов. Так случилось с Kano, позже ситуация повторилась с Kano V2, и теперь тоже произошло и с Sensei-Ro. Единственным исключением в линейке SteelSeries является оптический Rival,
к качеству которого действительно трудно придраться. Из преимуществ Frost Blue я отмечу превосходную форму, которая одинаково хорошо подходит для абсолютно любого типа хвата, достойные материалы и мягкий податливый кабель без оплетки. Минусы модели очевидны: отвратительное колесо, устаревший сенсор, сильно уступающий современным оптическим аналогам, слабая драйверная поддержка и явно завышенная цена. На этом у меня все. Спасибо за внимание и не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще много интересного.